Урок 1. Здоровый чат. Без проблем. Во время ожидания приятно поговорить о здоровых привычках. Я согласен. Это заставляет время идти намного быстрее. Какие здоровые привычки вы считаете наиболее полезными? Я считаю, что употребление достаточного количества воды имеет решающее значение для общего Абсолютно. состояния здоровья. Поддержание гидратации действительно влияет на уровень вашей энергии. Кроме того, это помогает сконцентрироваться, особенно в напряженные дни. Есть ли у вас любимые полезные закуски? Я люблю миндаль и фрукты. Их легко взять с собой на ходу. Это отличный выбор. Мне нужно запастись ими. Урок 2. Зрительный контакт и уверенность. Задумывались ли вы когда-нибудь о влиянии зрительного контакта во время разговора? Абсолютно. Это мощный способ продемонстрировать уверенность и вовлеченность. Я читал, что это действительно может улучшить общение и связь. Это имеет смысл. Когда вы смотрите кому-то в глаза, это кажется более личным. Точно. Это показывает, что вам интересно то, что они говорят. Практиковали ли вы этот навык в повседневном общении? Я стараюсь, особенно в профессиональной сфере, это укрепляет доверие. Это отличный подход. Думаете, для некоторых это сложно? Да, это может быть тяжело, особенно для тех, кто застенчив или тревожен. Урок 3. Налоговая система. Продуктивные дискуссии могут привести к созданию более справедливой налоговой системы. Абсолютно. Очень важно, чтобы каждый чувствовал себя представленным в этих решениях. А поиск точек соприкосновения может помочь ослабить напряженность между различными группами. Да, сотрудничество часто приводит к более эффективным решениям. Я думаю, что прозрачность также является ключевым моментом в этих дискуссиях. Определенно. Людям необходимо доверять процессу, чтобы он работал. Участвовали ли вы в каких-либо дискуссиях по поводу налоговой реформы? У меня есть. И интересно видеть, как различные точки зрения объединяются. Мне бы очень хотелось поучаствовать в таких диалогах, чтобы узнать больше. Урок 4. Исследование. Нам следует больше узнать об этом. Определенно. Давайте узнаем о последних событиях. Сейчас в сети очень много информации. Да, и мы можем легко получить доступ к научным статьям и исследованиям. Думаю, было бы полезно сравнить разные точки зрения. Это отличная идея. Это даст нам всестороннее понимание. Кроме того, совместное обсуждение наших выводов сделает его более интересным. Я согласен. Давайте выделим немного времени, чтобы погрузиться в это. Звучит идеально. Я с нетерпением жду нашего открытия. Урок 5. Воображение. Если использовать воображение, из варежки получится отличный спальный мешок. Это творческая мысль. Какие еще варианты использования вы можете придумать? Вы также можете использовать его как уютный мешочек для мелких вещей. Это правда. Удивительно, как повседневные предметы могут иметь множество целей. Точно. Если мыслить нестандартно, практически все можно перепрофилировать.
Пробовали ли вы когда-нибудь сделать что-то новое из старых материалов? Да, я раньше делал горшки из старых банок. Это фантастическая идея. Перепрофилирование. Это весело и экологически безопасно. Я согласен. Это одновременно поощряет творчество и устойчивость. Урок 6. Стильный выбор. Я подумываю об этих коричневых кожаных ботинках. Они выглядят очень стильно. Они делают коричневая кожа. Классический выбор, который подойдет ко всему. Точно. Думаю, они будут отлично смотреться как с джинсами, так и с классическими брюками. Вы уже примерили их. Комфорт также важен, как и стил. Пока нет, но планирую в ближайшее время проверить работоспособность. Я хочу убедиться, что им удобно ходить. Это умный ход. Хорошая пара ботинок должна чувствовать себя так, будто она создана для вас. Кроме того, кожа с возрастом становится лучше, что является плюсом. Да, и они могут быть весьма прочными. Они сильно изнашиваются. Я уже представляю, как они дополнят мои наряды. Урок 7. Традиции дня рождения. Мне нравится, какими особенными могут быть ритуалы дня рождения. Обычно мы поем с днем рождения и задуваем свечи. Это такая радостная традиция. Это действительно делает день праздничным. Абсолютно. Всегда приятно собраться с друзьями и семьей в этот момент. И торт, безусловно, изюминкой. Какой твой любимый вкус? Я фанат шоколадного торта. Это классический выбор для торжеств. Шоколад всегда в выигрыше. Есть ли у вас еще какие-нибудь традиции на день рождения? Иногда мы играем в игры или рассказываем забавные истории об имениннике. Звучит весело. Это действительно добавляет атмосферы праздника. Да, это отличный способ создать вместе незабываемые воспоминания. Урок 8. Приводим себя в форму. Я думаю, что лучше всего начать заниматься фитнесом с упражнений с собственным весом, таких как отжимания и приседания. Это отличная идея. Они эффективны и не требуют никакого оборудования. Точно. Кроме того, вы можете делать их где угодно, что очень удобно. Мне нравится, насколько универсальное упражнение с собственным весом для наращивания силы. Да, и они также помогают улучшить гибкость и выносливость. Поставили ли вы конкретную цель в своем фитнес-путешествии? Я хочу укрепить общую силу и повысить свою выносливость для занятий спортом на свежем воздухе. Это серьезная цель. Последовательность — ключ к прогрессу. Я согласен. Я планирую включить эти упражнения в свой распорядок дня. Урок 9. Исследование искусства. Есть ли поблизости художественные галереи или музей? Я хотел бы оценить местное искусство. Да, в городе есть несколько замечательных мест. Один из моих любимых — галерея современного искусства. Это звучит интригующе. Мне нравятся современные произведения, которые бросают вызов традиционным взглядам. Вам понравится эта галерея. Здесь часто проходят интересные выставки. Вы были на каких-нибудь недавних выставках там? Да, в прошлом месяце я увидела увлекательную инсталляцию, которая действительно заставила меня Это задуматься. потрясающе. Я ценю искусство, которое вызывает разговор.
Я тоже. Удивительно, как искусство может отражать общество и вызывать чувства. Я с нетерпением жду возможности исследовать и видеть, что меня вдохновляет. Урок 10. Создание воспоминаний. Воспоминания о будущем звучат интересно. Как создать незабываемую память? Я думаю, что фиксация моментов с помощью фотографий и журналов помогает. Это замечательная идея. Приятно вспомнить особые времена. Да, обмен опытом с близкими делает его еще более значимым. Я согласен. Иногда просто треска с историей может сохранить эти воспоминания живыми. Точно. Мне также нравится создавать традиции, которые можно передавать по наследству. Со временем они могут стать заветными семейными воспоминаниями. Да, это похоже на создание наследия через общий опыт. Мне нравится эта перспектива. Это делает каждый момент значимым. Урок 11. Процесс корректуры. Я корректировал свою работу и думаю, что она могла бы быть более краткой. Это отличный навык, который нужно развивать. Ясность является ключевым моментом в общении. Точно. Я хочу, чтобы мое сообщение было легко понято. Нашли ли вы какие-то конкретные области, требующие улучшения? Да, я заметил, что некоторые предложения слишком многословны, и их можно сократить. Удивительно, как удаление ненужных слов может повысить ясность. Перед отправкой я внесу необходимые коррективы. Это звучит как надежный план. Всегда приятно усовершенствовать свою работу. Спасибо. Теперь, благодаря вашему вкладу, я чувствую себя более уверенно. Урок 12. Памятное пребывание. Я ценю вашу помощь в планировании моего пребывания. Я в восторге от этого опыта. Мы стремимся сделать ваше пребывание незабываемым, и я здесь, чтобы помочь вам. Это обнадеживает. Я люблю посещать новые места и исследовать их. Я могу предложить вам несколько замечательных местных достопримечательностей и ресторанов. Мне бы это понравилось. Всегда приятно получать инсайдерские советы. Кроме того, я могу помочь вам с любыми оговорками, которые могут вам понадобиться. Это определенно сэкономит мне время и облегчит задачу. Точно. Я хочу, чтобы вы прекрасно провели время здесь. Я с нетерпением жду этого. Спасибо за вашу помощь. Урок 13. Традиции праздничного обеда. Такая чудесная традиция. Не могу дождаться встречи с тобой в день обеда. Я тоже этого жду. Ужины. Это всегда очень весело. Каждый приносит что-то уникальное, что делает блюдо особенным. Да, и это отличный способ попробовать новые блюда от друзей. Я подумываю приготовить к этому событию свой знаменитый салат с макаронами. Звучит вкусно. Я уверен, что всем это понравится. Я надеюсь, что это так. На собраниях это всегда фит. Я принесу десерт, чтобы сбалансировать еду. Идеальный. Это будет фантастический день, наполненный вкусной едой и смехом. Урок 14. Поиск ресторанов. Извините, не подскажете, где ближайший ресторан? Конечно,
Всего в нескольких кварталах отсюда есть прекрасное место. Звучит удобно. Какую кухню они подают? Они специализируются на итальянской кухне, которая всегда нравится публике. Я люблю итальянский. Паста и пицца– одни из моих любимых. Вам обязательно понравится их меню. Все свежеприготовленные. Приятно это слышать. Порекомендуйте какие-то конкретные блюда. Их лазанья исключительно, а на десерт обязательно стоит попробовать тирамису. Я проголодался, просто думая об этом. Спасибо за рекомендацию. Урок 15. Кулинарное предпочтение. Какую кухню нам стоит попробовать сегодня вечером? Как насчет организации средиземноморского ужина? Это звучит фантастически. Средиземноморская еда очень вкусная и полезная. Я согласен. Такие блюда, как хумус, фалафель и свежие салаты, всегда пользуются успехом. Тем более, что вариантов на любой вкус очень много. Точно. Он идеально подходит для того, чтобы поделиться и попробовать различные вкусы. Я мог бы прямо сейчас пойти попробовать шашлык на гриле с соусом цицики. Это было бы вкусно. Давайте найдем хороший ресторан, где это подают. Я рад вместе насладиться прекрасной едой. Урок 16. Мои ранние годы. Трудно поверить, что прошло 25 лет с тех пор, как я переехал в Торонто. Действительно. Каким было ваше первое впечатление о Канаде? Я помню, как чувствовал себя одновременно взволнованным и ошеломленным новой обстановкой. Это звучит как приключение. Что вы помните о своих первых 5 годах? Я был поражен мультикультурной атмосферой. Это открыло мне глаза на разнообразие. Это звучит обогащающе. Легко ли вам заводили друзей в те ранние годы? Удивительно, но да. Дети отлично умеют общаться, несмотря на языковые барьеры. Это чудесно. Какие занятия вам нравились в это время? Мне нравилось исследовать парки и пробовать разные блюда со своими новыми друзьями. Урок 17. Культурное наследие. Британцы являются такими же наследниками наследия европейской культуры, как и любая другая нация. Абсолютно. Их история тесно переплетена с континентом. Интересно, как различные культуры влияют друг на друга с течением времени. Да, и это сложным образом формирует идентичность. Вам не кажется? Определенно, литература, искусство и традиции отражают это богатое наследие. И каждая страна вносит свой уникальный колорит в культурный микс. Точно. Это делает изучение истории гораздо более увлекательным. Мне нравится узнавать о том, как эти влияния проявляются в современном обществе. Я тоже. Это напоминание о нашей общей человечности и взаимосвязи. Урок 18. Советы по художественному оформлению. Чтобы добавить текстуру вашим картинам, рассмотрите возможность использования различных инструментов. Это отличный совет. Есть ли у вас еще предложения? Да, попробуйте разные ракурсы и перспективы, чтобы взглянуть по-новому. Мне нравится идея экспериментировать с углами.
Это может изменить все. Это действительно может. Кроме того, смешивание разных материалов может создать потрясающие эффекты. Это правда. Я видел, как некоторые художники прекрасно сочетали акрил с пастелью. Это добавляет глубину и размерность, чего иначе трудно достичь. Я с нетерпением жду возможности попробовать это в своей следующей работе. Вам следует. Все дело в том, чтобы найти то, что резонирует с вашим стилем. Урок 19. Номер телефона. Можешь повторить это еще раз, пожалуйста? Конечно. 206-5555. Понятно. И какой код города у этого номера? Мне важно помнить об этом, когда я его сохраняю. Да, коды городов иногда могут быть немного сложными. Они действительно могут. Я всегда перепроверяю, чтобы не допустить ошибок. Хорошая идея. Когда торопишься, легко перепутать числа. Точно. Не торопясь, вы сможете уберечь себя от будущих неприятностей. Абсолютно. Мне нравится записывать их сразу. Урок 20. Балансирование планов. Важно строить планы и придерживаться традиционных весов в жизни. Истинный. Но в то же время мы не должны чувствовать себя виноватыми из-за их изменения. Точно. Жизнь непредсказуема, и гибкость может иметь решающее значение. Да, адаптация к новым ситуациям. Ценный навык. Иногда необходимо ставить свое благополучие выше жестких планов. Я полностью согласен. Вина не должна мешать нам делать выбор. Все дело в поиске баланса, который работает индивидуально для нас. Абсолютно. Это основа счастливой жизни. Я рад, что мы можем открыто обсудить эти важные темы. Урок 21. Нездоровые убеждения. Многие женщины считают, что они должны быть очень худыми, чтобы их приняли. К сожалению, общество часто пропагандирует такие нездоровые идеалы. Да, и это давление может привести к опасным привычкам. Точно. Крайне важно пропагандировать бодипозитив и самопринятие. Я согласен. У каждого есть уникальное тело, которое заслуживает уважения. А здоровье должно заключаться в хорошем самочувствии, а не только в внешнем виде. Абсолютно. Вместо этого нам нужно переключить внимание на общее состояние здоровья. Да, поощрение здоровых привычек гораздо полезнее. Вместе мы можем поддержать друг друга в осознании своей истинной сущности. Урок 22. Влияние СМИ. Некоторые считают, что зрители такой программы с большей вероятностью будут использовать оружие. Это тревожная мысль. СМИ могут оказывать существенное влияние на поведение. Да, это поднимает вопросы об ответственности за изображение в СМИ. Я думаю, что важно учитывать сообщения, которые мы потребляем. Точно. Дискуссии о насилии в СМИ сегодня очень актуальны. И очень важно развивать критическое мышление у зрителей. Я согласен. Образование может помочь смягчить некоторые из этих влияний.
Да, поощрение диалога по этим вопросам необходимо. Все дело в создании безопасного и информированного сообщества. Урок 23. Наследие марафона. С тех пор бегуны пытались пробежать подобные длинные марафонские дистанции. Да, удивительно, как эта традиция продолжается и в 20 веке. Бег на длинные дистанции имеет богатую историю, которая вдохновляет многих сегодня. Абсолютно. Удивительно видеть, как далеко развился этот вид спорта. И каждый марафон рассказывает историю упорства и силы. Да, у каждого бегуна своя мотивация участия. Очень вдохновляет наблюдать за самоотверженной подготовкой к таким мероприятиям. Определенно. Чувство общности среди бегунов также особенное. Я восхищаюсь тем, как марафоны объединяют людей для достижения общей цели. Урок 24. Образовательный фокус. Относительно мало усилий уделяется поощрению и развитию этих областей образования. Это правда. Некоторые предметы часто игнорируются в учебной программе. Для всестороннего развития важно учитывать все аспекты обучения. Да, особенно в творческих областях, которые способствуют критическому мышлению. Я считаю, что каждый студент заслуживает доступа к разнообразным образовательным возможностям. Абсолютно. Он может разжечь страсти и таланты неожиданным образом. Нам необходимо выступать за более сбалансированный подход к образованию. Да, развитие творчества наряду с традиционными предметами имеет важное значение. Вместе мы можем добиться перемен, которые принесут пользу будущим поколениям. Урок 25. Советы по приготовлению. Точно. Как только макароны будут готовы, отвариваем их в подсоленной воде буквально несколько минут. Это звучит достаточно просто. Вы имеете в виду конкретное время. В зависимости от типа хватит 5–7 минут. Мне нравится, что макароны могут быть такими универсальными в блюдах. Да, он хорошо сочетается со многими соусами и ингредиентами. Какое блюдо из макарон вы предпочитаете готовить? Мне нравится готовить спагетти со свежим томатным соусом. Это классика. Звучит вкусно. Возможно, я попробую это в следующий раз. Вам следует. За обеденным столом всегда победитель. Урок 26. Радость от упражнений. Многие люди отмечают, что чувствуют себя очень хорошо, когда занимаются спортом. Это так верно. Удивительно, как физическая активность может улучшить ваше настроение. Абсолютно. После хорошей тренировки я всегда чувствую себя более энергичным и позитивным. То же самое. Это как естественный способ снять стресс. Плюс ко всему, это помогает физическому здоровью, что не менее важно. Определенно. Регулярные физические упражнения могут улучшить общее самочувствие. Есть ли у вас любимый вид упражнений, который вам нравится? Я люблю йогу. Это делает меня гибким и сосредоточенным. Это звучит великолепно. Я предпочитаю бег. Это дает мне ощущение свободы. Урок 27. Урна для голосования. Похоже, урна для голосования стала предметом многих дискуссий.
Да, но они не будут слушать дом, перегородивший этот путь. Точно. Обидно, когда доступ таким образом ограничивается. К счастью, у нас есть много альтернатив для выражения нашего мнения. Это правда. Мы все еще можем найти способы сделать так, чтобы наши голоса были услышаны. Вы думали о различных методах участия? У меня есть. Участие в форумах сообщества может стать отличным началом. Это хорошая идея. Участие в дискуссиях действительно может помочь. Да, и это также побуждает больше людей присоединиться к разговору. Урок 28. Полинезийское влияние. Знаете ли вы, что группа полинезийцев прибыли с других островов Тихого океана? Да, у них была такая богатая история исследований и заселения. Более 1000 лет назад они плавали по огромным океанам. Впечатляет, как они использовали звезды и океанские течения, чтобы вести себя. Абсолютно. Их знания о море увлекательны и вдохновляют. Удивительно, как они приспособились к разным условиям. Да, каждый остров имеет свою уникальную культуру, отражающую эту адаптивность. Мне бы хотелось узнать больше об их традициях и образе жизни. Я тоже. Мы можем многому научиться на их опыте. Урок 29. Охота за домиком на пляже. Определенно. Давайте начнем искать доступные пляжные домики прямо сейчас. Это похоже на веселое приключение. Вы имеете в виду конкретное место. Я думал о месте недалеко от побережья с хорошим доступом к пляжу. Отлично. Находиться рядом с водой очень приятно. Да, и мне бы очень хотелось провести время, наслаждаясь солнцем и морем. Вы уже подумали, сколько человек к нам присоединится? И я думаю, было бы здорово пригласить несколько друзей для этого опыта. Абсолютно. Чем больше, тем лучше пляжный отдых. Я уже представляю себе все веселые занятия, которые мы можем делать вместе. Урок 30. Понимание времени. 1 год– это время, необходимое Земле для обращения вокруг Солнца. Это верно. Удивительно, как мы измеряем время на основе этого цикла. Однако на протяжении большей части истории у людей не было таких точных методов. Точно. Они полагались на природные явления, чтобы отслеживать времена года. Интересно, как с годами менялось наше понимание времени. Да, и как это влияет на нашу повседневную жизнь сегодня. Интересно, насколько разные культуры по-разному воспринимают время. Это была бы интересная тема для дальнейшего изучения. Определенно, нам еще так много предстоит узнать о нашей связи со временем. Урок 31. Путешествие по истории. Я помню, где мы видели нашу среднюю школу, затем на Сент-Катаринс, а затем на Ниагарский водопад. Это навевает воспоминания. Эти поездки всегда были очень веселыми. Каждое место имело свое очарование и истории. Ниагарский водопад захватывал дух. Я мог часами смотреть на воду. Абсолютно. Сила природы здесь поистине впечатляет.
А в Сент-Катаринсе такая прекрасная атмосфера сообщества. Я согласен. Приятно вспоминать те моменты нашей жизни. Они наверняка сформировали то, кем мы являемся сегодня. Мне бы очень хотелось снова посетить эти места и оставить новые воспоминания. Урок 32. Местный магазин органических продуктов. Рядом с моим домом есть местный магазин органических продуктов, который мне очень нравится. О, есть такой рядом с твоим домом. Это фантастика. Да, у них большой выбор свежих продуктов и полезных закусок. Я люблю делать покупки в местах, где предпочтение отдается органическим продуктам. Я тоже. Приятно поддерживать местных фермеров и бизнес. Кроме того, органические продукты часто вкуснее и лучше для окружающей среды. Абсолютно. Посещали ли вы недавно какие-нибудь органические магазины? Да, я ходил туда на прошлой неделе и нашел несколько потрясающих фруктов. Замечательно. Мне нужно проверить больше местных вариантов. Урок 33. Путешествие порабощенных людей. Путешествие из Африки в Америку было невероятно трагичным. Да, гораздо больше людей умерло в рабстве, прежде чем покинуть Африку. И многие другие погибли на пути через океан. Душераздирающе думать о страданиях, которые им пришлось пережить. Абсолютно. Их истории являются важной частью истории, которую необходимо помнить. Да, понимание этой истории помогает нам учиться и расти как общество. Он также подчеркивает важность равенства и справедливости сегодня. Я полностью согласен. Мы должны чтить их наследие, способствуя переменам. Их стойкость вдохновляет нас бороться за лучшее будущее. Урок 34. Съемка пейзажей. Нам обязательно стоит взять с собой фотоаппараты, чтобы запечатлеть потрясающие пейзажи. Абсолютно. Будет так много красивых мест, которые можно сфотографировать. Мне не терпится задокументировать наше совместное приключение. Да, наличие большого количества фотографий будет отличным подспорьем для обмена воспоминаниями. Кроме того, интересно экспериментировать с разными ракурсами и освещением. Мне нравится этот аспект фотографии. Это делает каждый кадр уникальным. Точно. Каждая фотография рассказывает отдельную историю нашего опыта. Я очень рад видеть, насколько творчески мы можем подойти к нашей фотографии. Давайте убедимся, что у нас достаточно карт памяти для всех этих фотографий. Урок 35. Граница. Поймут ли они мои границы? Некоторые могут сопротивляться, но очень важно четко сообщить об этом. Я беспокоюсь о том, как люди отреагируют, когда я заявлю о себе. Это естественно, но установление границ необходимо для благополучия. Я знаю, но сохранять твердость может быть непросто. Помните, речь идет об уважении себя и обучении других делать то же самое. Это хороший момент. Мне нужно подойти к этому с уверенностью. Точно. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче это станет. Спасибо за поддержку. Я обязательно буду иметь это в виду.